Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очень интересная тема видео. Мы поговорим о шикарных новинках парфюмерии, которые либо уже появились, либо скоро появятся на полках магазинов. Новинок, конечно, очень много разных выходит, но именно с этими 5 новинками я очень хочу в будущем познакомиться. И надеюсь, что вы напишите в комментариях свое мнение об этих ароматах, какие из новинок вас зацепили и с какими новинками в будущем хотите познакомиться вы. Это видео я снимаю при поддержке интернет-магазина Рандеву. Эти ароматы в будущем я надеюсь заказать в интернет-магазине Рандеву. Надеюсь, что они там появятся, но уже сейчас в интернет-магазине Рандеву можно заказать многие другие ароматы и также косметику. Я обязательно оставлю для вас ссылку на интернет-магазин Рандеву, чтобы ваши покупки были более приятными. Оставлю для вас промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте и работает при покупках от 2500 рублей. Ну что ж, если вам интересна тема этого видео, то, конечно же, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Раньше такая рубрика была постоянной на моем канале. Я рассказывала вам о разных интересных новиночках, которые скоро появятся, но потом почему-то я ее забросила. И сейчас я надеюсь ее возродить. Где-нибудь здесь или здесь будет появляться фотография будущего флакона. Итак, давайте начнем. Первый классный парфюмерный запуск, который я очень сильно жду, это новинка, новый фланкер Black Opium, который будет называться Black Opium Over Red. И, казалось бы, существует уже столько фланкеров Black Opium, куда еще, но вы знаете, этот аромат меня очень зацепил своей пирамидой. Давайте я познакомлю вас с пирамидой будущего аромата. В пирамиде у нас вишня, также зеленый мандарин, жасмин, цветы апельсина, черный чай, кофе, пачули и ваниль. Вы знаете, я люблю классический Black Opium, я в принципе люблю многие фланкеры Black Opium, но мне кажется, что фланкер с вишней это просто попадание в яблочко, 100 из 100, как говорится. Супер, я очень хочу познакомиться с этим ароматом. Мне кажется, что это будет очень классный аромат, и вишня только сделает его более привлекательным. Пишите обязательно в комментариях, ждете ли вы эту новинку. Следующий аромат, с которым я очень хочу познакомиться, это новинка от By Kilian. Аромат будет называться Smoking Hot. И вы знаете, я не очень люблю табачные дымные ароматы, но этот аромат мне опять же очень понравился своей пирамидой, и пирамидой он меня зацепил. Пирамида у нас это кора корицы, яблочный кальян, абсолют табака Кентукки, дубовый мох, бурбонская ваниль и также амброксан. Мне кажется, что это будет очень интересно. По пирамиде немножко напоминает Hot at Night, но я не думаю, что это будут клоны ни в коем случае, но в любом случае сочетание с яблоко с корицей это уже интересно, и плюс табак. Я думаю, что это будет вау. Я обожаю творение бренда By Kilian. Конечно, у них, как правило, провокационные названия, не столь провокационное звучание, но мне прям очень хочется познакомиться с этим ароматом. Идем с вами дальше. Следующий новый аромат, с которым я тоже очень хочу познакомиться, это Attar Collection. Аромат будет называться Fleur de Santal. Интересный флакон, интересно познакомиться с этим ароматом. Я не фанат сандала, и, например, такой аромат, самый популярный на тему сандала, как Le Labo Santal 33, я не люблю его, нет в моей коллекции, я его не ношу, потому что лично для меня этот аромат раскрывается рассолом, огурчиками из бочки, ну и вроде как это прикольно, атмосферно, но куда и как такое носить, я не понимаю, хотя я знаю, что Santal 33 это тот аромат, который для многих раскрывается по-разному, то есть кто-то чувствует рассольность, как и я, а кто-то красивую сандаловую пудру. К сожалению, мне не повезло, я чувствую рассол. Но есть и другие ароматы с участием сандала, скажем так, которые раскрываются красиво. Я надеюсь, что это будет тот самый случай. Attar Collection я люблю. Итак, пирамида у нас это розовый перец, диагель, груша, иланг, ирис, мимоза, мускус, органовое дерево и, конечно же, сандал. Как мне кажется, по пирамиде мы имеем некую отсылку к Guidance от Amouage. Это сейчас очень популярный аромат. Аромат, который к тому же стоит очень дорого.
недорого, и если будет этот аромат от Attar Collection так или иначе похож на Guidance от Amouage, я думаю, что он найдет много поклонников, много почитателей, его будут приобретать как более бюджетную альтернативу. Ну или если он не будет похож ни на что и будет самостоятельным, это тоже очень классно. Идем с вами дальше. Следующий аромат, следующая новинка, с которой я очень хочу познакомиться, это Tom Ford Vanilla Sex. Пирамида у нас это цветочные ноты, тунктура ванили, абсолют ванили, абсолют бобов тонка, сандаловое дерево. И нота, которая меня как раз таки зацепила, из-за которой я хочу познакомиться с этим ароматом, это горький миндаль. Вы знаете, плоско-ванильные ароматы я не очень люблю, а вот мне кажется, что сочетание ванили с миндалем, это будет интересно. Ну и это Tom Ford. Я обожаю бренд Tom Ford. Не все, конечно, ароматы, это то, что цепляет, но большинство ароматов, да, большинство ароматов мне нравится, хотя должна признать, что как раз-таки, наверное, новые творения бренда Tom Ford, они становятся все более проходными, не такими цепляющими, но я надеюсь, что этот аромат мне понравится. Очень надеюсь познакомиться с ним в формате пробника, не сразу приобретать полноразмерный флакон. Аромат, кстати, появится в двух форматах, в объемах 30 и 50 мл. В будущем, возможно, 30-очку себе приобрету. И последний аромат, о котором мы с вами поговорим, это бюджетная новинка. Возможно, многие ее ждут. Новинка от бренда Lattafa Flanker. Камрах. Я знаю, что Камрах многие любят, мне писали многие, что хотят этот аромат, у многих он есть в коллекции, и его сравнивают с Angel Share от By Kilian. У меня есть и Камрах, и Angel Share, я не могу сказать, что это 100% сходство, но, наверное, Камрах выполнен по мотивам Angel Share и раскрывается в одном направлении. Так вот, нас с вами ждет интересный фланкер. Не буду коверкать, наверное, название. Ищите его в инфобоксе, попробую выговорить. Куахуа или что-то типа такого. Сложно прочитать очень эти арабские названия и понять, что же имели в виду. Познакомлю вас с пирамидой. Пирамида интересная. Это имбирь, корица, кардамон, пролинеза, сахарные фрукты, белые цветы, кофе арабика, бобы тонка, белый мускус и ваниль. Пирамида мне очень нравится корица, мне нравится кофе, и мне кажется, что эта версия получится теплой и укутывающей. Надеюсь, в будущем с ней познакомиться. Ну и Lattafa, это недорого, это ярко, это стойко, поэтому если этот аромат получится классным, то считаю, что это просто супер. Ну что ж, на этом все. Познакомила вас с новинками парфюмерии, которые или уже появились, или скоро появятся на полках магазинов. Обязательно пишите в комментариях, какую из новинок вы больше всего ждете, с какой хотите познакомиться. Возможно, это не эти новинки, которые были в сегодняшнем видео, а вы знаете про другие парфюмерные запуски, которые вы особенно ждете. Тоже обязательно пишите их в комментариях, и я их с удовольствием почитаю. Также в конце я хочу пригласить вас в 3 моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа Распива. Ссылочки, как всегда, я оставлю в инфобоксе, поэтому, если вам интересно, заглядывайте в мои сообщества, я буду очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!